Добрый день, дорогие наши швеечки! Сегодня я вам покажу, как сшить пояс для чулок по лекалам нашего магазина Лекала Шоп из небольших отрезов кружева. Для этого нам понадобится эластичное кружево. Я буду использовать белого цвета, чтобы для вас было хорошо видно на нашем фотофоне. Также понадобятся застежки для чулок, 4 штучки, и застежка, которая обычно используется для бюста. У меня здесь она в ширину примерно 6 сантиметров, но вы можете использовать меньше. Также кольца, регуляторы необходимых диаметров. В качестве обработки на талии я буду использовать бейку шириной 2,5 см. Лекала вы можете приобрести по ссылке в описании нашего ролика, и раскрой осуществляется точно по ним, так как в лекалах уже все припуски на обработку оверлока учтены. Если у вас нет оверлока, то вы можете воспользоваться обработкой бельевого шва, но для этого необходимо будет сделать припуск по средним срезам, то есть там, где у нас соединяются детальки, в размере 0,5 см или же сантиметра, смотря сколько вы будете откладывать. Все лекала мы краим, соблюдая внутренний рисунок, также фестоны. Если вы не соблюдаете внутренний рисунок, то, соответственно, у вас не будет такой симметрии на деталях. Кстати, это китайское кружево, китайского производства. Если вы думаете, что это очень плохое качество, то вы глубоко ошибаетесь. Почему? Потому что, когда мы жили в Турции, мы видели турецкое производство, которое так сильно расхваливают, то китайское кружево по сравнению с ним просто идеального качества. Я очень много шила изделий по именно китайскому кружеву, потому что сейчас у нас Китай идет почти на первом месте по производству очень хорошего качественного кружева, поэтому я вам советую. Также фурнитуру мы тоже приобретаем китайского производства. На оверлоке соединяются детали по всем срезам, включая ту часть, которая будет на серединке у нас, то есть на животике. А вот та часть, которая будет уже на спинке, мы ее не соединяем. Почему? Потому что там будет застежка. Также я обычно выполняю отстрочки по каждому шву, когда шью на оверлоке. Но также я учу наших учениц тоже выполнять отстрочки, а именно зеркального пошива, когда девочки шьют без помощи оверлока. Такой пояс реально сшить без оверлока тоже. Далее мы обрабатываем срез талии. Для этого понадобится бейка шириной 2,5 см, либо вы можете использовать, например, 1,5 см, самую тоненькую, но она уже будет смотреться так более аккуратненько, декоративно. Здесь у меня больше идет широкая, потому что у меня есть совмещение с бра, где на поясе у бра тоже используется эта широкая бейка, поэтому здесь все продумано. Далее мы соединяем бейку с кружевом, вкладывая его вовнутрь, чтобы все срезы были спрятаны. Здесь вы можете использовать как строчку зигзага, либо, если вы ознакомлены с технологией прямого эластичного шва, как у нас в школе, то вы можете использовать именно ее. Далее нам понадобится застежка для бюста. Одна сторона будет крепиться с правой стороны, там, где есть крючки, чтобы застегивалось, получается, да, с правой стороны, как обычно это происходит на бюстах. А другая сторона будет уже там, где есть петли для крючков, она будет на противоположной стороне. Застежка закроет срезы кружева внутри. Здесь также можно будет проложить либо шов зигзага, либо прямой эластичный шов. Но здесь, кстати, если вы даже не владеете прямым эластичным швом, то вы можете его проложить. Почему? Потому что на застежке не нужно делать так, чтобы обязательно что-то тянулось, потому что сама по себе застежка не эластичная. Выполняйте это с помощью реверса, начинаете с реверсом, заканчиваете реверсом. Когда вы поворачиваете лапку, оставляйте иглу внутри, для того, чтобы выполнить удобный поворот. Кстати, не забывайте обслуживать свое швейное оборудование, а именно его смазывать, для того, чтобы оно вам прослужило дольше и изделия на нем шились качественно, чтобы оно не стучало. У нас есть очень подробный видеоролик на нашем YouTube-канале, где мой муж Артур рассказывает, как смазать швейную машинку, а именно те места даже, которые очень затруднены именно в смазке, как к ним тяжело добраться и для чего это все нужно. Также он рассказывает много других полезностей, как разобрать швейную машинку, как очистить от ниточного ворса и как часто нужно смазывать швейное оборудование. Продолжаем шить наш пояс для чулок. Я уже на завершающем этапе по обработке пояса, а именно застежки. В конце я завершаю шов реверсом.
Далее у нас будет обработка по ножкам, а именно портупея. Для этого понадобятся кольца, для того, чтобы закрепить их в краешке кружева. Это также можно сделать при помощи другой фурнитуры, например, либо бейки, либо бретели. Если вы будете обрабатывать так же, как и я, то вам необходимо закрепить края кружева реверсом на изнаночной стороне, для того, чтобы колечки у нас остались внутри. Для обработки портупеи у ног я буду использовать ту же самую бейку шириной 2,5 см. Также я видела, девочки используют бретельную резинку или же бейку поуже. Но я буду использовать так, чтобы у меня было полное совмещение. Для установки регулировки по длине ножек необходимо заранее установить регулятор и закрепить его либо на реверсе, либо на мелком зигзаге. И далее у нас устанавливается сама регулировка через застежки для чулок. Далее закрепляем это все на колечках и проделываем это с каждым кольцом, которое у нас есть. Всего, если у нас 4 кольца, то, соответственно, будет 4 резинки по ножкам. Также можно сделать так, чтобы, например, у вас было только 2 портупеи спереди и на спинке не устанавливать. Тоже можно сделать такой вариант. Либо, если у вас нет застежек для чулок, то вы можете сделать портупею по ножкам в кольцо. И тогда у вас вместо вот этих вот застежек будет колечко, и через него будет регулироваться кольцо, которое будет либо из бейки, либо из бретели по всему обхвату ножки. Еще один вариант идеи вам подкину, потому что у нас клиентка как-то заказывала такой пояс для чулок и еще дополнительно портупею на ножке, то есть в область ляжки. Для чего это было сделано? Для того, чтобы она могла либо надевать чулки, как раз застежки, либо надевать саму портупею на ножки. Это очень удобно, и мне эта идея очень понравилась. Вот такой аккуратный пояс для чулок у нас получился, он смотрится очень эффектно и красиво. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что вы с нами. Будем стараться делиться больше полезностями.